И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Lbcup. Сегодня будем комментировать матч по КС-очке. Ты запустил прямой эфир? Да. Хорош. Так, ну ладно, пока что просто жди. Может быть, тебя на микрофон задонет во время прямого эфира. Ну да ладно. Это нам надо только предугадать. В общем, пока что просто подожди. Ну, желательно на фон заднюю, ну, музыку поставь какую-нибудь, типа. Ну, хорошо. Ты демку в Дискорде выруби. 720 на 60 кадров ставь, 720 на 60 кадров. Вот все, теперь тебе не будет лагать. Хорошо, я пока что допишу здесь кое-какую залупу. А вот сидим, пердим, ждем красивой игры от Red Reserve. Комментировать я не умею, но попробую. Такой жестко, ну. Все, молчу. Смейся, сука. Сдохни. Ладно, не буду идиотских звуков создавать. Ладно, будем адекватно оценивать ситуацию. Сегодня, ребята, у нас будет матч Red Reserve против Чаосов. Посмотрим, что обе команды приготовят в сегодняшнем матче. Именно матч будет Best of 3, но Марк, наверное, Best of 3 полностью не будет комментировать. Марк, мне кажется, откомментит только первую часть или вторую, но без понятия. Я пришел просто посмотреть, постримить, покомментировать, что знаю, зная мало. Но... Зрителей. Ну, это сейчас было обидно. Ну вот я такой, например, юзер, да, например, такой Lbcup пишу. Ко мне найдет. Ну вот Lbcup находишь сразу, типа. Ну-ка, дай-ка я наберу. Ты не забывай то, что когда ты с компа набираешь, что у тебя, грубо говоря, прямой эфир-то не идет. Да я знаю. Вот у меня прямой эфир идет, вот мой прямой эфир первый. Нормально все. Ну тогда жди. Два зрителя уже, всем привет. Я только один. Ну и ладно, все нормально. Я советую, знаешь, что делать? Ну-ка. Например, я микрофон вырублю, ты микрофон вырубишь. Зрители соберутся, мы их напугаем. Red Reserve Easy Win, пишет Давид. Ну, возможно. Я думаю, то, что Red Reserve все-таки вытащит. Потому что они фавориты в этом матче. С Кириллом. Да. Привет, Давид. Комментатор за кого? Я на самом деле не знаю. Я просто сижу в Дискорде по фану разговариваю, общаюсь.
То есть я пока что ни за кого не болею, мы, грубо говоря, просто сидим и разговариваем Ну, в Дискорде. Может быть, и матч покомментим, но не знаю, посмотрим в общем. Сейчас пока что матч еще не начинается, мы пока что посидим, подождем, пока народ соберется. Не, ну лично я ставки делаю, то есть я делаю. лично я не делаю. Просто я считаю, что это глупое занятие. Как глупое занятие, то есть, ну, конечно, глупое, но можно денег понять, можно и слить, грубо говоря. Да. Я на удачу надеюсь, Лучше вообще этим не заниматься, грубо говоря, то есть я это на поход затягивает. надеюсь. На этот матч мы не делали ставки, то есть... Мы не делали ставки на этот матч ни одной, получается, ни на Red Reserve, ни на Чаус, ни на Чаус. Ни одной, то есть, да. За кого я поставил, Давид? Я на самом деле на этот матч, лично я, вот именно на этот матч я ставки вообще не делал, грубо говоря. Сорян, то, что ранее твое сообщение не прочитал, я его заметил, сори, то, что немножко не среагировал, так что... Ну, я просто, грубо говоря, смотрю, общаюсь в Дискорде, может быть, команды будем обсуждать, какой у них состав, например, какие игроки, как себя проявят, я имею в виду эти игроки. Ну, в общем, посмотрим. Кирилл, я за тебя на это сообщение уже ответил, так что ты тут не распинайся перед ним. Понятное дело, то, что Red Reserve фавориты в этом матче, то есть, я думаю, Red Reserve должны вытащить, но в КС вообще все возможно, то есть, кофе получается 2,48 на Челосов и на Red Reserve 1,50 там, по-моему, если немного не видно. Ну ладно, окей.
absolute bet. Made for live betting. Ladies and gentlemen, good evening, or more so, good day to everybody, and welcome back to another great night, another great day for CS. It is going to be it's going to be the Lbcup CS Season 1, or CS League Season 1. My name is Over, and of course, I'll be joined by the amazing Kieran. And, good intro. That's the way it's supposed to go, isn't it? It's going to be a good day. It is. It truly is going to be a pretty interesting day. We will have quite a few best Марк, врубай микрофон. but above all else, we will be having a starting best of 3 between Chaos. Там все, короче, челики, походу, на другой прямой эфир пошли. Там какой-то челик еще один стримит. Было 5, стало 2, ну и А у него 17 зрителей, но матч только начинается, то есть должен к тебе зайти. Ну окей, пока что что-то никого нет. Ну посмотрим потом в конце прямого эфира, сколько вообще наберет этот стрим. То будешь просмотры себе бустить с помощью людей, которые тупо заходить будут на твой прямой эфир и смотреть тебя. Что такое? Тебя чуть немножко зависает, я тебе так скажу. Я не знаю почему, кстати. С инетом проблемы, наверное. Не, у меня с интернетом нормально, у меня все. Мне один долбоеб звонит постоянно. Знаешь, кто это? Это венгерский долбоеб. А, у тебя же мобильный нет, да, по-моему? Ну, охуенно. Ты точно ту трансляцию открыл? Чаус, только не вперед идет. А, ну да, ты ту. Просто у челика 25 зрителей уже что-то, я не знаю. Что-то все к нему бегут. Подожди, это вообще Lbcup турик или нет? Илья. Так, сейчас посмотрим. Ну да, вроде бы Lbcup, турик именно. Lbcup. Ну окей. Ты видишь, как смысл жизни. Привет, Red 2.1. Не знаю, мне кажется, вообще Red 2.0 закроют. Лично мое мнение, потому что Red Reserve команда довольно сильная. Вообще Red Reserve в этом поединке фавориты, то есть они должны забирать 2 карты, мне кажется. Но Чаосы тоже не промах, то есть Чаосы тоже могут вытащить. This should be an easy round here for Red Reserve, as Chaos, I mean, they don't really have any control. And look at this, Draken with a double, the boost was perfect, and it's going to walk out perfectly for Red Reserve. 4 surviving members, and they will kick off with the first round. And also we forgot to say, yeah, Tabs is Ничего, Марк, ничего не говоришь. For Chaos as well. Я наблюдаю за игрой профессионалов. Ну, я бы не сказал то, что они такие сильные уж профессионалы. Команды, конечно, не слабые, но все же бывают команды посильнее. Ну, у них процент побед больше половины, то есть там 53%. Ну да. Они, получается, проверили, по-моему... А я не помню, кому они проверили. Они как-то потом вроде выиграли. 1-1 вроде. Ничья была. Я точно не помню. Somebody said that Minio might be sick, something happened to Просто him. выиграли. I don't know, something happened to him basically, and he couldn't participate in the last. Ай, ладно, пока что. But again, Кое-что сделаю. That you know, it's going to be a bit of a prolonged change, I guess, prolonged difference in rosters, and Chaos, I don't think they're going to be faring well because of that, or more so, obviously they shouldn't, as any roster changes affect the whole team, you know, and not just in sense of gameplay, but as well as morale. And how do you even feel about this, right? I mean, you lost one of your
I wouldn't say core players per se, but certainly a player that has been with you for a long time, for a longer time, and you know they've been having. Такое молчание сразу никто не говорит. Not exactly the best, but certainly not the worst, right? I mean, in this tournament itself already, they've played 6 best of 3s, and out of the 6, they won 3. So they're not doing 2-0 в пользу команды Red Reserve. Впрочем, это была довольно ожидаемая ситуация, потому что фавориты, понятное дело, в этой схватке Red Reserve. К тому же Overpass, я не знаю, чей это пик вообще, Overpass, без понятия, кто пикнул эту карту, но пока что Red Reserve уверенно доминирует над своими оппонентами. Ну вот смотри, вот он просто берет аук, вот аук, ребята, это в киберспорте новая имба, то есть с помощью ауга можно такие фрагмовики делать. Теперь аук это вообще мощь, это машина просто. Ну окей, хорошо. Red Reserve picked Overpass, and I believe they took the victory on it, although we've had quite a lengthy break, so it's been a while since we've checked out these teams. But yeah, I think they played well on Overpass, so both teams showing they're comfortable on this map, and Chaos, they're going to be starting this round off already as they shut out 2, and like you say, Hampus is down on 3 HP. He's not dead, but he's pretty close to it. 55 seconds on the clock, and all 3 players of Red Reserve will gather up, look to Нифига себе, там вообще 50 человек уже на прямом эфире сидит. Жестко, жестко. У нас что-то так мало сидит, без понятия. Ну ладно. И на том спасибо, то, что сидите на нашем прямом эфире, точнее, не на моем прямом эфире, на прямом эфире моего знакомого друга. В общем, всем привет, ребят. К сожалению, мы пока что матч не комментируем, мы просто смотрим его. Но все же. Реакция поликонденсации, немножко не в тему сказал. Back to a 2-on-2 retake. Hampus on 3 HP, still somehow alive, surviving from the initial beginning, almost from the initial start of the round. Ну а что тут комментировать, тут все понятно. 2-2. Ну конечно, логично, что тут. Так все понятно. Я-то не комментирую, потому что еще пишу. Что пишешь? Сколько там уже на прямом эфире их не сидит? 59 человек, ага. Много. Ну ладно. Ладно, так ладно. Ребят, кто сидит в данный момент на прямом эфире, пожалуйста, поставьте дизлайк. Вам не трудно, а мне приятно. Ребят, вот 4 человека, которые смотрят в данный момент прямой эфир. Пожалуйста, поставьте дизлайк. Ему приятно, когда ставят дизлайки. Да, я обожаю просто дизлайки, ребят. Нет, ребят, дизлайки тоже продвигают YouTube канал, больше даже, чем лайки. Пожалуйста, поддержите моего друга, пожалуйста. Ну, я вас умоляю просто. Ладно, хотя бы какой-то актив. У меня уже 1 миллион подписчиков, то есть, ребят, я уже знаю. Ну и вот пока что надо немножко актив моему другу набрать. Поэтому, ребят, все дизлайки ставим, ну и подписываемся на канал Самоса. Всем зрителям, всем привет. Where they've almost wasted enough time for Chaos to then overthink this round and rotate towards A. But right now, Red Reserve, they have to be careful because we know how powerful pistols can be in these sort of situations. Скажи хотя бы что-нибудь по поводу матча. Freddy, Frog, and Pleasant will find themselves too, but прокомментируй данную ситуацию. Что ты комментируешь? Это так все понятно. Нихуя не понятно, но очень интересно. Хорошо, давай. Дали въебало одному из чал. Конечно, вообще прям бог комментировал. Спасибо, Шейн. Ребята, я не могу, серьезно. 8 зрителей, всем привет. Да, на прямой эфир, пожалуйста, поставьте лайкусик, оцените подписочкой, вам не сложно, нам приятно, мы это уже. Мы это уже говорили, да, ставьте лайкусики там. Актив свой проявляете. Ну и, конечно, ставьте на 1xbet, лучшая букмекерская контора.
And a good start for Chaos if they're able to Небольшая pick up реклама, one more но... up afterwards. It would Окей, be perfect. посмотрим. Draken does Ладно, finally catch tabs, and that's actually going to be a Molotov body hit, not a Molotov burning hit. And it's going to be back to your 3-on-4 with the refrag, of course, happening immediately onto Hampus. Grux has also fallen just beforehand, and right now, Red Reserve, they're a man down, but they do have the lucky, I guess you could say the lucky beat, the lucky rabbit's tail, the rabbit's foot, because they're pushing onto Почему Sutton. там на том прямом эфире уже 67 человек сидит? Still on site somehow alive. Потому He's что gonna мы go for the ноунеймы. peak. He finds the one. Draken was able to shut down Pleasant beforehand, but doesn't really make a change for Yuko as he's now stranded in a 1-on-3. They know where he И is. Чаусы It's an берут easy первый round раунд. coming out for Chaos. Finally able to pick up the second gun round, or more so, pick themselves up in the second gun round. Все, комментирование закончилось. Secondary op. An interesting decision. Pleasant's usually the main man of the hour for that kind of play. And Relax obviously. Марк прошло, знаешь, прошло уже 5 раундов. Марк сказал только, и вот Чаус. Chaos actually have switched out the secondary Ну, хорошо, смотрим. Pleasant and Freddy Frog. Чаусы наконец-таки сделали полный зак. Это... Да. On train or, you know, you would have overpasses sometimes with Freddy Frog fragging, or excuse me, playing with not through toilets. In either case, it's going to be another chance here for Red Reserve to break the economy, and this time Grux pushes forward, gets one. Все закончилось, это комментирование. Разменялись. Эпоха комментариев. Разменялись, да, разменялись. Так, получается, забирают у нас один человек другого человека. Поэтому у меня, к сожалению, не видно их никнеймы. Буду называть их Чубриками. Так, получается, Чубрик с аугом чекает шорт. Потихонечку пробирается. У нас в коннекторе какой-то Чубрик. Должен, получается, находить минусы. И игрок с командой атаки стоит пока что на... Никита Большаков, да. Я с тобой полностью согласен. Ты... Has to be careful as well because Jelly has that angle toward graffiti where he can catch players coming through. Марк, ну скажи хотя бы что-нибудь, вот, не знаю. Бан нахуй. It's going to be a very, very sort of difficult site take for Red Reserve. The utility will come through and with И зрители, ребят, всем привет, я зашел только что на данный прямой эфир, пожалуйста, поставьте лайк, кусик и подпишитесь на канал, вам не сложно, нам приятно. Игра идет 4 в 3. У Чауса преимущество, но это ни о чем не говорит. Это сейчас могут сейчас... О, 2 в 4, 3 в 2. Хабиб Макгрегор, о, Нер по стриме, здорово. Здорово, зритель, здорово, Макгрегор, Хабиб. Я даже знаю, что это. Привет. This should be around that Chaos actually wins from this point forward. The defuse is there and Draken gets boosted. Я знаю, кто это, привет. Все, закончилось, да? The defuse is back in action. This shouldn't be doable by Red Reserve anymore. Draken gets the kill. О! Gets both Блин. actually. Jesus. Somehow the screen didn't Второй update, раунд. but it was Неплохо, actually Chaos неплохо. losing all 5 players, still winning though, unfortunately. For Red Reserve as they were able to defuse just in time. But that was a close call. Jeez, that was truly a close call. And it is going to be back to a 2-on-4 with a second. 10 зрителей, всем привет, дорогие друзья. From Red Reserve. They have Кифов, чё? and the rest with AKs and a Mech 10 on Yuko. Interesting decision, but fair enough, you know the money is limited anyway. Grux gets hit, so does Freddy Frog. Back to a... Ребят, переходим на другую трансляцию по КС-очке, ставим дизлайки и заходим внутрь. Немножко поднять актив, конечно же. 7 человек пока что. Актива такового я не замечаю, все уходят почему-то. Ну, даже не знаю, наверное, потому что... Потому что ноунеймы. Нет, не ноунеймы, просто... Просто без понятия, потому что я дизлайк на другой прямой эфир поставил. Хэштег логично, о, дизлайк еще залетел. 6 лайков, 1 дизлайк. Йоу. Спасибо, братишка, кто поставил дизлайк на данную прямую трансляцию. Я уважаю тебя, уважаю твой поступок, потому что настоящий мужчина должен делать только настоящие поступки. Refrag, although 2 players now considerably low here on the T side. Чего так смешно? Have a 4-on-4 situation, but I mean the lack of utility on that CT side may Окей, на основном канале так мальчик комментирует, то есть, ну, не знаю, меня вроде смотрят. Спасибо, Макгрегор, за лайк. 35 seconds left, that does look like the operative move. Freddy Пока Frog is ситуация set to 4-4. waiting for these actions, these calls to be made. 30 seconds left, there's a single piece of utility used on the T side. As Red Reserve look to breach the site. Relaxer might have a better angle though, but no. Preston is still there to hold the line though, and this looks like it might be Chaos to hold on once more.
Yeah, it should be right, especially with Freddy coming in behind. There it is. One kill, that's the bomb, well, the bomb denial of the plant. Okay, HS is able to Ладно, помолчу пока что, пока миньте матч. Да. Все, Челси берут третий раунд. 3-4. На данный момент игра обещает быть интересной. Still be forced to go on to Nika. Unfortunately, the round loss bonus is not exactly in the best of states for them, but Pistols and Kevlar can be afforded. Another round at Red Reserve can be a dangerous element to go up against once more. Another smoke. I'm loving this smoke, by the way. Actually, the first time I saw this smoke was from Ents, actually, I think. A little while ago, but yeah, anyway, it is going to be a B rush. Freddy, blinded up. It's only the one kill for him before he falls, but it doesn't matter. Pleasant and DJL hold the line. Taps gets caught as well, but the rest will be able to clean their mess up and make sure. Это еще один раунд купил. Well, I guess taking the lead back in their hands. After all, this is overpass we're talking about. Почему я так с тебя расскажу? Потому что я только начинаю комментировать. Ну окей, ладно, врубим. Very good on it, very versatile. Yeah, and with how many times we've seen Chaos play on Overpass, we have to assume that it is their better map. But it was picked by Chaos, of course, which is what you have to expect. But like I said, Red Reserve, they aren't scared to go for an Overpass pick, but I think they were sort of guaranteeing on the fact that Chaos would pick Overpass because both teams can play it. But like you say, from Chaos to get back into this after that 4-0 deficit is a great start on this CT side. They mean they're not falling out of this game early. They're making sure they have these rounds back in their hands. And right now it is, like you said, that 4-on-4 scenario. The rebuy from Red Reserve in the hands once again. But if Chaos were to win this, it might just start to get a little worse for Red Reserve. It would give that CT side the boost of that victory thus far and take the lead here. But I'm liking the aggression from Relaxer. Whilst he doesn't get any info, it shows how they are looking to bring through these aggressive plays. DJL will spot a couple on short. This looks like a very fast B push here as they already try and breach this site with still plenty of time left. Cutting out HS, of course, a better angle that would always favor the CTs, and this will slow Red Reserve completely to a halt. Already a player rotated up toward that toilet position, but I don't think they'll count for Relaxer being this far down a long. Pleasant doesn't even matter. Shuts out Hampus. 5-on-3 as Chaos forced back to the B site once again here, Red Reserve. Yeah, this should be another shutdown easily by Chaos. I mean, as expected, you know, they're able to quickly establish their perimeter. They're able to hold their line, and above all else, the refrags are there consistently. And even though Drush gets 2 kills, obviously DJL is there to respond and make sure that this does not get out of hand. And Red Reserve, well, now the bell is tooling because their money is starting to get a little bit more limited. The round loss bonus obviously will increase to a certain maximum point, but it's not really going to change the fact that they are going to be starting to lack that economy consistently unless they're able to plant, unless they're able to do damage to Chaos and actually, you know, start some rounds well off. And we see right now Relaxer going for the aggro peek yet again. This time lucky to be alive. Those nades could have been the end of him. And as we can see right now, Red Reserve is making a fast play towards long and toilets. Looks like they want to take A by surprise. Stabs is ready though, and this should be a free 1 or 2 kills for him easily. HS already spotted in connector. No Jose, no chance, and Tabs. Oh, goodbye, Tabs. He's not checking his corner. He doesn't re-peek long, or at least peek Hampus. There we have it. It's 2 kills for them. DJL, though, knife in hand for Hampus. What? That's a bit of a mistake from them. Like, they should expect at least, or I wouldn't say expect, but certainly check, right? At least have a weapon in your hand, right? You're not playing against... I guess you could say handicap opponents. Yeah, I mean... Red Reserve заходит на... Бомбу заплатить. Понимаешь, надо сказать... Red Reserve...
заходят на А. Они ретрезервы заходят на А. Ты понимаешь, Свес, ты понимаешь, в чем различие? Я понял. Это пишется на А. Заплатили бамбу. Чаусы пытаются ее выбить. Ой, раздиффузит, что несу. Ну, ребят, смотрите, в данный момент пока что Чаусы вообще по травму. Оу, красивый килл. Довольно Я положительно, чё конечно. сравнялся? Результейшн. Окей, так, Дрейкен делает фраг по одному, по первому, по второму, по третьему, и тем временем Red Reserve забирают себе 5-й раунд в свою копилку. И посмотрим, как будут дальше развиваться события в данном матче, но пока что ничья. Временная ничья, я считаю. По экономике у команды Чоус пока что не все очень гладко, не все очень хорошо, надо делать тек-раунд. И попытаться, конечно же, выбить девайс у команды Red Reserve, но, наверное, это будет фаст-пуш на точку Б. Через монстр, скорее всего. Чекает воду, забирает, делает хороший хедшот по игроку Фредди. Пока что медленно заходит на точку Б. Точнее, немедленно уже они зашли. Кампус наживает. Очень красиво. Да. Кампус красиво нашивает по тазу. Тем временем еще одного игрока защиты забирает у нас игрок атаки, и тем временем счет. Понятное дело, 6-5 в пользу команды Red Reserve. Все-таки Red Reserve потихонечку убиваются вперед в этом поединке. Ну окей, посмотрим. Пока что Грухник никого не находит. Хампус в коннекторе. Релаха. Релаха. Пока что в коннекторе чекает выход игроков атаки. Релахи дали поебало. Печально. Ну, все, минус балла. Раунд за Red Reserve. Just struggle thus far in overpass, and they'll have to get their act together, because if they lose this first map, the second will not look good. They only have 29% win rate out of 7 maps played, so they're heavily relying on taking overpass here. And like you said, Red Reserve, they've got themselves back in that lead position, which would do wonders for the mental side of Red Reserve, and especially if they can take away this buy round of Chaos, they will be down to an eco. 8 rounds is literally a minimum at this point for Red Reserve. I mean, it has to be, right? Oh, already the entry goes to HS, and it looks like it's not going to stop there. Hampus, though, will be caught coming out of connector. Not sure. See, this is a bit of a weird choice by Red Reserve. Surely they realize, okay, we got 1 kill on HS on short, at least somebody on short. Surely there will be another one waiting on that position, or at least close to, right? And instead of perhaps throwing a few flashbangs, perhaps trying to go together through short and through connector onto short itself, they decide to slow walk it out, and Hampus gets caught immediately. So a bit of a weird decision in the end. Freddy Frog's already taken the control as well, pretty deep. I think he wanted to go to connector, but Chaos realizes there's no reason to go connector. You know, perhaps it would be safer to just fall back to site and make sure you have those crossfires set up and support available on all seconds. And Relax about to drop dead. Yep. Relax up. I don't know what that angle was, but it's certainly not going to be good for an op, especially since he's alone on ace. Like, guys, what are you doing? Well, Tabs spots one. That shadow actually helps out Tabs immensely, but this time Draken re-peaks. It's back to a 3-on-2, and it looks like Chaos might not have enough to do this one, or more so win this one. Freddy Frog coming through short, but he misses his timing, unfortunately, and it is going to be back to a 3-on-2 retake with no defuse kit and time ticking away. Chaos was so confused there, because when Yuho broke through the A-bomb site, they instantly thought, okay, rotations happened, but then Yuho's just sat in the back lines at this point. He's just waiting, and he strikes opportunity, shuts out one Freddy Frog. Oh, he's going to try and stick the defuse. It is a 10-second defuse, like you said. There's no defuse hit, but oh my god, is there enough time, though? Freddy Frog, despite getting 2 beautiful kills, is there enough time on the defuse? I believe there is. There is. Wow. Oh my god, what? What is going on right now? I am literally lost for words. Chaos saved their hide, they saved their map, and they are back in a 66 result. It is going to be a weird buy for Chaos. Their money is pretty much lacking, but what is going on right now? How is Chaos winning this round? It's like, what the hell? Red Reserve, they have a full buy, obviously. They will have an up on Draken yet again. There's a Nova on Relaxa. Fuck yes, I love a Nova. I love a Nova when I see one. Relaxa, please go into connector, though, because that Nova is useless unless you're playing in toilets or connector.
And I guess he's going to be sticking to toilets. That's a good choice. Again, the last round was pretty weird from Chaos, though. I think we have to reiterate that position from Freddy Frog with an op in toilets. Like, what the hell was he thinking, right? I mean, you're alone on A. They can sneak on through long. They can sneak on through your left side short. They really have many angles that can work around to you. And if they had more players on short by that moment, Red Reserve that is, and if they had any rotation ready in the bomb close to the site, that probably would have been 100% site taken and round lost for Chaos, you know. And that's a scary thing to consider, because Chaos, they were literally just a few different choices away, or more, excuse me, a few different moments away from losing the round, because Red Reserve, well, if they, like I said, if they just had one player there, that probably would have been a different outcome. In any case, it looks like perhaps a bit of an A fake. Relaxa, that Nova. I'm loving it still, and I hope to see a kill. And there's one miss and hit, but it's going to be the second one that gets it. Relaxa comes out swinging, though, misses. Or at least it doesn't miss, but exactly does not hit the headshot. And a 3-on-4 take on A. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Марк, я являюсь админом этого канала. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайкусик или дизлайк, и, пожалуйста, приезжайте ко мне в гости. Ты маленько перепутал роли, я тут, тут я, да. Тут я, да. Да, тут я, да, моя. Здесь. Я ее пометил, меня зовут Марк. Я ее не метил, это моя территория. Пока 2-2, бомба закончена. Посмотрим, что будут делать. Они делают подсадку. Видно уровень игры, высокий уровень игры. Пока Дейкон забирает второе Челси. 1-1. And he can pull it off again, perhaps. He smokes short. That's it. HS is there, and he's going to have to go through the smoke. He presses the bomb. Timing is of the essence in Pleasant. Not enough time in Fort. No, wait. No, there is. Ooh. There is enough time. Oh, my God. И Челс вырывает победу. Oh, again, yeah. Again? Один раунд. What? Победу, один раунд. Red Reserve. Darn. Челси. Draken, why is he not hiding? Вырывает I want to один know раунд. why Draken is not hiding. И закупает. Why is Draken going aggro? Это логично. Yeah, exactly. Like, why is Draken going in a 1-on-2? Why is he trying to peek onto site? Why not just run into Monster, wait for your teammate, or more so wait for the player to press the bomb, then go peek him, because you know exactly where he is. In any case, 76 in Red Reserve, not yet broken, but surely looking like it. Yeah, they've had a lot of buy rounds in this first half, and if they lose this one, money might escape them for the final round of the first half, but they've actually been pretty swell for their money in these 15 rounds or so, but They have, yeah. yeah, right now Chaos, again, not having the extensive economy to upgrade into these M4s, but the pharmacies, they do suffice. DJL plays that sort of angle where if he's on the A bomb site, he sits by Optimus Prime. There's no real need for any sort of range in that type of weapon. HS is down to a Galil though, so you can tell that they haven't got the full buy. You can see that with the utility they have as well. It is very, very limited. I'm liking this angle from Relaxer though, making sure as soon as these T's go for a peek, he's there straight away. And Grux does get tagged, no death as of yet. Nice shot by Grux though, 2-for-1 trade. As Tabs will get shut down here in the process, and down into a 4-on-3 DGL. Incredibly low burns, but Draken takes him down anyway into a 4-on-2. 40 seconds and bomb goes down. Might just be a save scenario for Chaos here. It should be. I'm a bit more surprised about the fact how they played long control. Is like, Relaxer was peeking, right? And he misses the first shot, or at least he tags onto Grux the first time. Not sure why he re-peeks the second, though. He had Tabs with him with a FAMAS, so if he had just waited for his chance, waited for his angle, and would have gotten one kill out of that angle, he probably would have allowed Tabs to get two subsequently afterwards, because I don't think Red Reserve would have double-peeked or deep-picked into that angle and caught Tabs immediately after. So, you know, a bit of a weird choice by Relax, and I think certainly could have been played a little bit better. Chaos, nonetheless, I mean, they still retain the lead, even though this is a bit of a shaky, I guess you could say, turnaround. This is going to be broken economy for them. We do have three weapons, or more so 3 rifles, a UMP, an AUG, make it double AUG perhaps. I'm not sure. Freddy Frog, I think he had an AUG dropped, or AUG dropped. Yeah, it's going to be 2 AUGs, a FAMAS, a UMP, and a CZ. Looks like Red Reserve are back in action though. 8-7 looks like a potential result, and Draken, well, there's the entry. Definitely does, and with Draken taking down Pleasant, that is a good start considering it was one of the rifles that Chaos have, and
Relaxer is down to Thank you a for pistol. your Tabs will life, play the close Cassir. More angle. power. Great damage. Thank you, but Leonard. Hampus Thank you. does actually convert the kill. It's down to a 5-on-3, and this should definitely be an 8-7 at this point. Grux is already lingering toward that B-bomb site. DJL, Freddy Frog, they're both there in position. Looking to utilize that shadow once again on the floor of that B-monster, but it shouldn't come to fruition this time. Grux should be in there before they even have that opportunity to strike. DJL holding the angle. A single flashbang will force him back, and they have an abundance of them here on this T side, but they're playing so lackluster. They're walking on through, but luckily Grux is not in the right angle to get caught off. Draken will find one, and Relaxer should have no chance of survival here. 8-7. 12 bullets. Actually, 7 bullets, 4 bullets, no chance. Yes, 8-7. Red Reserve win the half, and they secure themselves a pretty decent start for the second one, or more so kicking off the pistol going into the CT side. Now, before we jump into the second half, of course, we'll go into a short commercial break, gents, so do not go anywhere. I'm not sure when we're going to roll them, because it's always 30 seconds in the timer, so... Yeah, okay. We have a Ну little... вот врубил микро, как ты So, просил. as I was trying to say, I guess, Снимай перед нами шляпу. I actually love the fact that Chaos, you know, they know, or more so they have little man. Ты хорош, конечно. They have to go aggro. They know Я комментирую просто. Openly around doing Первая половина за Red Reserve. go aggro towards playground, but I think going about Так it даже was a немножко little прямой bit эфир остается. different than what it should have been. I Посмотрим, think they should have played что towards будет toilets rather than playing towards выдаст playground Chaos itself, or more во so второй towards половине. party, because that would have been Ты enabling пишет, them, don't or go would anywhere. have enabled them to be a bit more contestant, or to contest for Никуда that не position. уходи. In any case, we'll be right back. Переводчик. Так, ну все, ребят, тем временем первая половина у нас закончилась. 7-8 по раундам. Red Reserve пока что, конечно же, лидируют в этом поединке, но Чаосы тоже не покидают бой и будут, наверное, сражаться до последнего. Они не отстают лидеров. Lbcup. Они могут... Ну, мы это еще увидим. Live betting. And welcome back, of course. As I was saying, basically, would have loved to see a bit of a different setup there on party, but that's just, I guess, my point of view, my point of the coin, or side of the coin, I guess, in this case. And yeah, Red Reserve, well, here we go. CT side starts off, Kieran. Yeah, I'm definitely looking forward to Chaos's T side more than their CT. I'm hoping they bring in aspects like the boost we've seen in recent times. The way that Коф the Chaos do 1.87, play their T side, I think, is 1.87. one of the best we've seen in this Равно league. Да, кажется, мы зря не If поставили. they can, beautiful shot by Pleasant through the smoke there, but as I was, if Chaos can keep Надо было up ставить. with how good their T sides have been compared to CT, Да не. with those aspects like the boost, like the Как это rotations, нет? they seem to have a great understanding of this T side. And whilst Tabs is a stand-in, I think I'm pretty sure with him being that sort of Swedish player, they know each other. He'll fit right into the system of how they like to play, and I'm hoping that Red Reserve can combat that, because when Chaos gets sort of slowed down on their T side, we can see some good results out of their opponents. But right now it is an all-out rush towards B. 2-for-1 trade, as Pleasant able to close out both. 3 kills for him in this round so Red far. Reserve Hampus занимает coming through from Plan Connect to Draken from B. the lower CT. It all depends on how they Специально rotate. They do not have a defuse kit, which I think Draken раздельно, maybe чтобы trying вам to было locate, but понятно. I'm not too sure. Hampus will at least take one on the exit. But down into a 3-on-2. 12 зрителей в данный момент смотрят наш прямой эфир. Ребят, всем спасибо, то, что заходите, поддерживаете нас лайкусиком, подписочкой. Ребят, всем спасибо, кто вообще заходит и смотрит наши прямые эфиры. Пожалуйста, поддержите. Лайком, подписочкой, нам приятно, вам не сложно. Лайкусик и подписочкой, пожалуйста. Да, наверное, сегодня мы попробуем добить 90 подписчиков. Не знаю, у нас это выйдет или нет. Конечно же, все 85 подписчиков — это ВК-микс. Но все же, ребят. Пиздобол. Да-да-да, конечно. Почему тогда ВК в бане? Потому что я тебе потом объясню, не на стриме. Ну ладно, ладно, хорошо. $500-400 for the gun round, where you can invest it into utility afterwards. Никто не Especially if подписался, you get a kill, наверное. that's a $300 additional Печально. О, один человек подписался, спасибо, 86 подписчиков. Йоу. Спасибо большое за подписку. As we can see right now, Спасибо большое, низкий поклон вам. Снимай doing on that one last round, right? Putting 3 players into toilets. That's how you do this. And well, it's gonna be Hampus with 1, Hampus with 2. And it looks like this gun round might not work out for Chaos. Fortunately, Pleasant able to shut down 2. And it keeps Grux and Draken alone. No Kevlars.
and this round should be ending subsequently because of it. Of course it will. Pleasant, third and final kill. That should be the final nail for Grux. And I'm glad that Chaos were able to hold on for that eco round, because we've seen many pistols where Чаус, they've 9-8 just редизеров. absolutely fallen apart because of how Пока тащит. not even good the pistols have been, it's just how the other Ну, side логично. coordinates themselves, where they set themselves up to walk into Логично то, angles что that their Челосы pistols тащат, но, prevail in. конечно же, немножко That's how нелогично, потому teams что can really set themselves фаворитами в apart этой and win встрече, pistol ребят, rounds еще like раз that, because it повторяюсь, resets ред-резервы, но the other Челосы team, пока because что it looks like вырывают the 9-й Chaos, раунд. for their own sake, are able to Ну ладно, hold on. They посмотрим. put a Red Ну, Reserve мне down кажется, to все-таки, ребята, full будет, semi. It's может sort быть, of 2-1 got по this, but картам there's в no пользу команды Red Reserve. Kevlar Может быть, не invested in their 2-1, может быть, utility, so right now it is 2-0. going to Но be я an не all-out знаю. standard rush Лично on the мое B site. мнение, It should то be a есть в simple КС вообще, site ребят, take. все возможно. Already То есть rotations being не made by такие Red дикие Reserve камбэки through бывали, но connector. это 4 пока что не players to come камбэк, through это from пока что short. обычная игра. As soon as they get Обычная that потная utility катка. down, they'll lock them out, and it should be an easy plant and an easy finish to the round. Chaos will secure double figures, get themselves a step ahead here on that T side to set themselves up for victory in map number 1. Так, я пока что It's дальше gonna уроки be, of буду делать. course, as clean as you can get it, right? I mean, this is pretty much the best case scenario for Chaos. I would say that the first gun round is going to be the real indicator of who's going to be. Марк, ну скажи хотя бы что-нибудь. Привет. As Red Reserve are known Привет. to play very aggressively on their CT side. Как дела, как They погода? like to take those, Офигенно. more И so, тем like to временем take quick control of 10-8 connector as well as в пользу short and Чаус. try to contest Погода against any sort of офигенная. map control Надо было being ставить. presented by Chaos. Но что так радуешься? В I эту wanna встречу же. see how they're gonna set up or where they're gonna set up the AWP. I think I'm fairly certain I saw enough money on one of the players, so they should be having it. But I'm not sure if they actually bought it just yet. This camera is a little bit nauseating, but it's okay. It's okay. I like it. Yeah, Draken, of course, with the up. Ох, ребятки, насморк. Чё? Да не, ничего, ничего. Насморк у кого? Burning alive still gets one kill. How does he get 2 kills? Grux, what? White How the set. hell do you survive White with 1 set. HP? It's HS for 1 more. And Red Reserve have done it. Chaos. They rush beam, they get shut down. What the bloody hell is going on? Freddy and Relaxa, a 2v4, and it looks like it is going to be 10-9. What? What is this? That was Magic. a beautiful hold by Red Reserve there, and an absolute shutdown of Chaos. They only come out losing Grux, which is beautiful for Red Reserve. They get themselves such a confident round there, and well, Chaos. I don't know. I don't know. I don't know where the motive for that rush came from, because it got absolutely annihilated. That's the point, right? Why would you rush? At least in a full buy, you know your opponents have full buy. I understand the thinking, or more so the logic behind it, right? We want to rush, we want to surprise our opponents. They certainly expect us to play slow. Fair, you know, that's all good and well. But don't go in the first gun round, right? Because that's the only gun round, or more so the only round where Red Reserve will feel truly empowered. And if you take that away from them, then you can rush to your heart's content. But please, for the love of God, don't do such... You have a full buy yourself, just at least do a bit of a fake out first, right? At least show some utility, something. I don't know. I mean, it's just weird. Chaos, they lose the entry, taps is down. Hamp is holding the line in toilets. There should be a second. It is. And it looks like... Red Reserve might be able to tie it up here. Relaxa. Ooh, this is an important fight, actually. Draken, if he misses his shot, no, he's going to be taking the bait. It's hook, line, and sinker. Pleasant finds 1 second for Relaxa. And just as Red Reserve are starting to be praised, they start to get shut down yet again. Big mistakes being made. Not sure what the bloody hell they were thinking on long, but that was a bad play, to say the very least. Yeah, it was, considering how... well, that previous round went, this is a complete switch here, and luckily HS will at least be able to take out one, but Relaxer again is there for another trade. Yuho sat toward Optimus Prime. It's a good angle to take. Yeah. Many players do expect this, but you can't truly check it until you swing it, and that was a beautiful flash. It leaves Yuho to clean up the round. They hold on once again, despite looking quite vacant in that round, like you said, with a long control, but they do tie it up at 10-10, but ultimately they break Chaos when it might just be the perfect time to do so, because now they're down to pistols. But Chaos, we're getting to the dying embers of this game, where Red Reserve, they will be taking a lead, most likely because it's a 4-man Glock 3 with a couple of upgraded pistols, but literally nothing invested into this round, minus the Kevlar that Freddy Frog has. So Red Reserve, this is a prime opportunity for them to really close Chaos down in map number 1 and force out an unexpected victory.
I would say certainly the opportunity is on the table, right? It is presented to them in a certain manner, but if they continue to play the way they did on the last gun round, where literally Draken, I think it was Draken and Grux. No, excuse me, it was Draken and Hampus on long, or are you? I'm not sure at this point who was there with Draken on long, but basically, they literally went in a 5-on-3. They went to engage long for some reason, and well, they got traded back immediately to free kills to Chaos. It's a 3-on-3, and that scenario opens up new pathways for Chaos. They could have won that, and it would have been a different outcome right here, right now. Luckily, it's not the case for RR, but nonetheless, it is a bit of a weird style we are seeing from Red Reserve, and I guess we can't blame them too much for it, because first of all, this is not like a full roster for them, right? This is basically having what, 3 substitutes, or at least 3 stand-ins, Yuko, Grux, and HS. Or excuse me, yeah, it's Yuko, Grux, and HS, with Draken and Hampus the only 2 that are actually on the team. No, actually, no, Hampus actually also left the team, right? Last week, didn't he? Like, he announced that he's a free agent. Yeah, he sort of announced his free agency, but I assume he's, because he's playing with the roster during this league that they carry on. But yeah, it's pretty much Yuho, HS. Yeah. It's a mixed team at this point. Despite Draken, HS, Grux playing in that old Red Reserve roster, yeah. Technically, you can call it 3 standings, because Red Reserve, that's true. Hampus has terminated his contract. So yeah, it's an odd situation that Red Reserve are in. You feel bad for them because DJ, Кирфофы, мы возвращаемся в матч 10-11. Тем временем счет пока что Red Reserve уходят вперед ровно на 1 раунд в данном поединке. А, ребята, вы пока что, пожалуйста, оформите подписочку на данный канал, там лайкусик поставьте. Вам же, ребят, не трудно, но... Вам не трудно, а нам, грубо говоря, приятно. Поэтому, ребят, пожалуйста, лайкусик влепите нам данный прямой эфир. У вас будет все хорошо. И у нас будет все хорошо. Будет такое небольшое компромиссное решение. Ничего ты моешь, Кирилл. Ты про что, я? Какие слова мне в голову приходят, такие слова я говорю. Я уже понял. Take, or more so, give their lives to take the site. I love the fact that they avoid contacting, or more so. Так, дорогие друзья, химию я уже доделал, теперь мы можем, получается, вернуться к данному матчу в рамках серии ЧОСа против Red Reserve. Пока что, к сожалению, я не нахожусь на прямой трансляции, но сейчас буду находиться. Так, ребята, всем привет, получается, здесь 10-11 пока что по счету, игроки команды ЧОС, игроки команды Reserve пока что. Сейчас еще качество немножко сделаю побольше, потому что я, к сожалению, не вижу. 10-11 после команды Red Reserve уже осталось у команды Red Reserve именно игроков атаки. Пока что DJ будет потихонечку врываться на точку Б, релакса, наверное, будет перетягиваться с авиком. Через коннектор тоже на точку Б будет небольшой такой отход, грубо говоря. Так, DJ чекает аппер. Шоты, наверное. Правильно перевожу его никнейм, но, конечно же, не уверен немножко. Амбус остается на точке А, и тем временем забирает нас игрока атаки. Фредди Фрог пока что с коннектора чекает шарту, наверное. Не будет поджимать данную позицию, и Хампус пока что в туалетах будет ждать своего оппонента. Будет находить фраг. Фредди Фрог должен, конечно, ловить игрока. Защита, да, все-таки находит свой фраг по Хампусу, и тем временем счет уже 3-1. Понятное дело, Red Reserve, к сожалению, или даже к счастью для команды Челос, не возьмут данный раунд, но Челос потихонечку сравнивают счет, и уже будет счет 11-11, да, 11. Хедшот засейвил все-таки лук, не дал игрокам атаки забрать лук. Коэффициенты на матчах, ребята, 1.50 на Red Reserve Live, коэффициент от Fullbet и на чат 2.46, если не ошибаюсь, там было. Ладно, 4 луга, а лук это, ребята, имба новая в КС, можно
неплохие фраги делать. В последнее время я начал то, что все профессиональные игроки берут аук. Террористы заняли Я даже без коннектор. понятия, почему игроки берут аук. Ну ладно, так, пока что в коннекторе находит у нас Фредди Фок Хампуса, убивает Хампуса. Наверное, пока что будет холд именно в коннекторе, никуда они пока что не пойдут. You silent. You silent, ну ладно, not silent. With this being their best map, you would expect Так, подожди, them to что be это able to значит close вообще? out the victory. I think that puts them in the Сейчас best загуглю, что position такое going into silent, map 2 подожди. because Cash is a Silent, map ты that чё? they really Да, у меня can иногда play. забывают Not that слова they like to, по-английски. their win percentage Я по другой of программе course states занимался. that. But I think a side like Red Reserve, you win map 1, Сейчас посмотрю, it will подожди. sort of really shake their confidence going into the second. But Бесшумный не still, they are пишет. battling А, on Silent here as they бесшумный. trade back onto Freddy Frog. Скорее всего, это There is не. still 40 seconds left, but it looks like they are going to dedicate toward the A site. Of course, Okay, they I think expect Red now Reserve to be in that it will be better than. 2 type stack. However, Окей. Red Reserve, they're playing very, very smart. They're sending a Так, third просто man Напори пока toward что this A думает. bomb site, and even with just an extra man, it can make a Думает, world куда of выйти. good to hold Наверное, off a это site будет like заход на this. точку А. Так, Right Джуха now, пока with что time в туалетах beginning to выцеливает tick, своего Chaos оппонента, have to move наверное. now. Фраг. Yuho denies DJL, Все-таки however, свой найдет, или же Relaxo has все-таки to не trade, найдет. but he Довольно gets интересно spotted так. already. Здесь Yuho лежит. убивает. Low, and this is not good for Red Reserve. Вот это Так, комментарий. 4 в 4 в данный момент счет. 4 в 4. Джуха, получается, убивает. Биджей Лоза, Лаха. Что-то, ребят, немножко зажимные. Профессиональных игроков, но здесь уже размена за... Тем временем счет уже 2 в 2, и, наверное, все-таки будет... Даже не знаю, что будет. Довольно спорный вопрос. Окей, получается, хорошо, забирают у нас Стабза. Наверное, все-таки игроки защиты возьмут данный раунд, и счет будет, да, счет все-таки 12-1 в пользу команды, конечно же. Red Reserve, ну ладно, ребят. И на этом спасибо за такую довольно необычную, грубо говоря, игру. Пока что команды не отпускают друг друга далеко, то есть по раундам идут, например, один раунд возьмут Red Chaos, и так они потихонечку идут. Так, как я, если не ошибаюсь, то это минус экономика от команды Chaos, потому что коэффициент на олдбет немножко поднялся на 3.55 за Chaos, и один там чем-то на Red Reserve. Да, это минус экономика у команды Chaos. 13-й раунд, конечно же, Red Reserve берут, потому что Эко редко вытаскивается, но... Конечно, бывает то, что Эко вытаскивается, но все же. Ладно, наблюдаем, смотрим. Пока что посидим, подождем, посмотрим. Есть такую довольно немножко необычно показывает. Хотя даже это не скин, это даже, по-моему, какая-то бело-зеленая эмка, не знаю, не шарю, что это такое. Это просто Так, ладно, опять. Ну, просто эмка, да. Грубо говоря, можно и так сказать. 5 аугов на руках у игроков от защиты, и получается... Глоки на руках у команды Chaos, посмотрим. Ну, наверное, да не наверное, даже Red Reserve, наверное, здесь возьмут. Ты же, Макс, согласен со мной, то, что Red Reserve должны этот раунд брать, потому что все-таки минус экономику команды Chaos, они вынуждены сделать Эко. Я в этом полностью поддерживаю. АВП у Дрейкена, наверное, будет занимать лонг. Хампус пока что из туалетов, наверное, будет потихонечку перетягиваться в коннектор. Фредди Фрог должен флешку откидывать и потихонечку заходить в коннектор. Так, тут немножко фаером перекрывают Плессона, то есть Плессон не может ни вперед, ни назад, никуда пока что-то идти. Но, наверное, будет медленный врыв от команды Chaos на какой-либо плент. Но точно не быстрый, ребята, выход. Как мы это уже привыкли видеть на довольно многих прямых эфирах. Ну ладно, посмотрим. Хампус потихонечку должен перетягиваться уже на точку Б, потому что игроки атаки немножко медлят, грубо говоря, они пока что не заходят ни на какой-либо плент, не пытаются просто найти open frag. И когда идут open frag, они, скорее всего, будут уже заходить на какой-либо плент. Ну окей, будем смотреть, будем наблюдать, будем поддерживать две команды. Ребят, я думаю, то, что Chaos сейчас обязаны взять раунд. Если они этот раунд не берут, то это минус экономику команды Chaos, это минус мораль, минус деньги. И там уже, наверное, будет 15-й вообще раунд от команды Red Reserve, потому что, грубо говоря, из-за проблемы с экономикой они не смогут больше раундов взять. Им придется сделать тяка. Ну ладно, пока что Джуха должен... О май гад, Джуха не забирает пока что Савука. Так, у Дрейка находит пост на Саву как игру
убивает Фредди Фрога. Я сейчас забираю. Немножко размена здесь ребята не идут, конечно же, от защиты. Ну окей, пока что 12-12, ребята. Какая же плотная борьба все-таки на карте. Идут лоб в Реально лоб, плотная не борьба. отпускают друг друга, как Килл сказал раньше. Друг друга палками держат, не хотят друг друга пускать. Ладно, будем наблюдать. Скаут, на руках у Груха. Неужели это минус экономика? Или что это? Наверное, да, минус экономика. И 13-й раунд все-таки заберут ЧОС, мне кажется, именно в этом раунде, потому что... Ну как это? Это не эко, грубо говоря, это форс. Ну, форс и эко для меня это одно и то же, грубо говоря. Ну окей, посмотрим. Хампус пока что не находит свой фраг с диглом. 74 хп у Хампуса остается на данный момент. Пока что поясом чекает шорт, именно выход с шорта. Джуха потихоньку в коннекторе должен находить фраг, диджей потихонечку тоже в коннекторе должен прикрывать своих тиммейтов, чтобы их не обошли сзади со спины. И Фредди Фрог пока что на туалетах. Being testament to some of these rounds that Red Reserve have lost here, and Tabs, he'll trade back again, picking up that AWP, which is considering he's the standard in this roster. He's taken on quite a hefty role. You'd think he'd come in and be a regular rifle player, but he's come in, put that up on his back, and he's doing very well thus far with Red Reserve down to nothing in this round. Chaos, they should be taking the lead here unless something goes incredibly wrong. Извиняюсь, дорогие друзья, небольшие технические неполадки. Окей, все, продолжаем. Получается 3 игрока. Только осталось у Red резервов, и получается 4 игрока у ЧОСов. Ну, посмотрим. Небольшие Пока что будем просто технические проблемы наблюдать. под названием «Мама». Нет, не под названием мама, а под названием. Папа? Собака немножко загавкала. Окей. Кодовое слово собака залетела. Ей что-то плохо собаке. Что-то с этим сделать. Может быть, выгулить без понятия. Ветеринарку садите просто. Так, пока что Пэссон на точке Б должен со своими тиммейтами уже ставить бомбу. А, ребят, смотрите. Я не знаю даже, как это получилось у команды Red Reserve, то есть все игроки атаки на точке Б. Но это, понятное дело, сейф от команды Red Reserve. Нет смысла воевать, потому что денег у них, грубо говоря, тоже нету. Денег немножко у них не хватает на полный закуп в следующем раунде. Ну ладно, будем смотреть. Хедшот должен. Нет, ничего не должен, пока что вдвоем они с Джуха, именно хедшоты Джуха пока что на Т-базе смотрят своих оппонентов. Но они должны потихонечку выходить, и все-таки один фраг, я думаю, будет в этом раунде. А, там даже 3 человек из команды ЧАОС. Даже не 2, даже 3 там. Ну ладно, посмотрим. Все понятное дело, то, что это... Какой раунд? 12 до раунда. Ладно, наблюдаем дальше. Да, 13 раунд. 13 раунд. Чего за себя забирают в копилку? Пока что посмотрим. 2 калаша только на руках у Red Reserve. Только всего 2 калаша на руках у Red Reserve. Окей, наблюдаем дальше за матчем. Хедшот пока что должен в коннекторе находить свой фраг, но он пока что ничего не делает. Вилаха смотрит лонг. На посаде Фредди Фрог тоже смотрит лонг. Грубо говоря, такой двойной огонь, наверное, сейчас. И Джуха пытается подпушить. И у него это, конечно же, немножко... Сейчас игрок с МАК-10 забирает игрока с калашом. Ну, понятное дело, без броника, надо делать эко. Эко не делают, именно не эко, а дигл тайм. Дигл тайм, не эко, не форс, а дигл тайм. Довольно неожиданно. Так, Вилаха потихонечку Белан кидывает смог в коннектор, Дрейкин в туалетах с дигла высматривает выход. Ну, довольно непонятная ситуация. Наверное, опять будет медленно врыв на точку А или на точку Б. Я без понятия. Здесь, ребята, на самом деле непонятно, на какие точки игроки вообще собираются проходить. Но мне кажется, на точку все-таки А, потому что Фредди Фрог уже занимает лонг. А здесь, ребята, Хампус. Здесь Хампус. Хампус. Ну не, Хампус все-таки зря выходит. Или даже не зря, не знаю. Хедшот.
Все, по-любому последнему игроку именно защиту 14-12, надо сейвить калаш. 14-12 в пользу Чаус. 14-12 в пользу команды Чаус. Да, Марк, с тобой я полностью соглашусь, с тобой полностью дарим. 14 раунд все-таки Чауса, но забираем в данном поединке. Дальше. Довольно непонятно пока что, но мне кажется, все-таки Чауса заберут первую карту. И потом мы перенесемся на карту номер 2. Но тогда, наверное, я уже комментить не буду, будет комментить мой тиммейт под названием Марк. Скорее всего, я тоже вторую карту комментить не буду. Будешь, Марк, ты должен комментить ради своих зрителей. Я... Так, ладно, Хампу с крокодилом пока что у нас в коннекторе должен... Я тебя перебил. Окей, Релаха пока что откидывает смог, дефолтный смычок. Диджей пока что в коннекторе должен находить open frag, чтобы... тут Хампус хитрый. С крокодилом пока что дает своим тиммейтам инфу, что все-таки игроки атаки потихонечку забираются, они именно не забираются. Какой же Фаер, конечно же, какой же Фаер? Фаер довольно грамотный был. Фаер был довольно грамотным, и Хампуса просто взяли и поимели во все щели, грубо говоря, как говорится. Просто... Лучше не скажешь, лучше не скажешь. Идеально просто. Так, плюсом пока что Монстере, наверное, будет делать все-таки один фраг или нет. Ну, тут кто кого перехитрит, в общем. То есть, ну, по идее, игрок атаки должен потихонечку выдвигаться, и мне кажется, под аук он умрет. Ну, не знаю, посмотрим. Кто кого перешмаляет, тут исключительно решают только навыки стрельбы. Так, Фредди Фрог пока что должен пробираться на точку А, замечая Дрейк у нас игрока атаки, откидывает, наверное, он будет откидывать смоук на лонг, флешка от хедшота. А Фредди Фрог-то, ребят, не видят то, что у них один челик в туалетах? А нет, все-таки хедшот находится в поливахе. Хедшот находится у хозяина. Фредди Фрог. 4 в 4, да, все-таки хедшот от Сауга поступает по Фредди Фрогу, и ребята, и игроки атаки уже заплантили бомбу на точке Б, довольно неожиданно. Там 2 раза не попал по противнику. Это грустно. Это не грустно, Марк. Это весело. Так, Тапс пока что должен. Нифига себе, Тапс промахивается. 2 раза промахивается. Я про это. Просто Тапс 2 раза промахивается. Не может все-таки найти счет, ребята, все-таки 14-13 в пользу команды Чиос. Ну, понятное дело, что Чиос пока что временно доминирует над своими оппонентами. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим, как дела будут обстоять на второй карте. Я думаю, мы все-таки увидим третью карту, потому что матч довольно сплоченный, матч довольно потный. Ну, не знаю, посмотрим, в общем. Мне кажется, ребят, лично мое мнение, будет третья карта. Даже не знаю, на самом деле. Вот лично мое мнение, третья карта. Я думаю, третья карта не будет все закончено. 2-0. Пойду Чаус, но это, конечно, чисто мое мнение. Я не шарю в этом ни разу. Я не шарю в этом ни разу. Просто я предполагаю, то есть это будет 2-0 в пользу Чаус. Мальчик в 10 классе учится. И чё, по КС я не обязан шарить. Покажи тут, где обязан шарить. Покажи, блин. Конституцию там, не знаешь, покажи. Конституцию тебе показать, да? Давай, кидай БК, ловлю. Кинул, проверяй. Кинул. Пиздишь. Пруф. Тебе скриншот офигеть. Да, кидай в чат. Как в чат, ты долбоёб? Обычно берешь, кидаешь ссылку на нашу переписку в чат и тем самым доказываешь своим зрителям то, что Марк пиздобол, а Кирилл все-таки говорит true info, он никогда не врет, в общем. Вот пиздобол, а? Савика у нас забирают, получается, игрока. Вот пидора. Немножко перевожу тему, ребят, потому что довольно глупо разговор с глупым человеком, получается, Марк. Его имя Марк. Ты чё? Так, Джуха потихонечку должен чекать выход с шартаем, когда игроки атаки зайдут на шорт. Охуел. Потихонечку Сауга будет их принимать. 3 в 4 пока что тут Джуха потихонечку серфит именно возле монстра. Потихонечку серфит. Так, Круг должен чекать выход с монстра, но не знаю, получится у него это сделать. Нет, кажется, все-таки Савика хедшот у нас находит. Да, буря эмоций, воу, Хедшот воу. забирают, 14-14.
жилет. Ребят, команда Чаос, то есть 15-й раунд в копилку Red резервов. Сколько мы Довольно раз неплохо сказали, было, сколько да. за этот стрим сказали раз в копилку? Сколько раз? Где-то 2 примерно. Много. Не 2, много. Не, ну не 2, больше. Ребята, кто сидит на данном прямом? Да. Все 16 человек, мы вас всех уважаем. Мы вас... Зрители, пожалуйста, поставьте лайк. По возможности, если, конечно же, вам не трудно, подпишитесь на данный канал. Вам не трудно, а нам приятно. Вот такие вот дела. Окей, 4 в 4. Так, Фредди Фрог все-таки находит фраг по КТшнику. Ну нет, ребят, смотрите, Хампус. Хампус переливает. Я такого не ожидал. Ну, хедшот по-любому. О май гад, ё-моё. Это, ребят, что за игра? Расскажите мне, пожалуйста. Что это за игра? Что это за игра? Что это за игра, ребят? Просто 15-й раунд. 15-й раунд берут Чаосы, у них был форс, они взяли 15-й раунд. Конечно же, небольшие микроошибки от игроков. Защита, но, ребят, мы посмотрим, может быть, все-таки Red Reserve возьмут 15-й раунд. Ладно, посмотрим, пока что наблюдаем просто. Так, член команды Red Reserve на Б пошел. Немножко ошибается, у нас хедшот, он отходит на Б, диджель. Плентить бомбу на точке А. Немножко, конечно, ожидается у нас игрок защиты, но ладно. Подожди, он пошел на Б платить? Подожди. Да, да, он шел на Б плентить. Ой, не на Б плентить, я имею в виду, потому что это игрок защиты. Плентить. 2 хп у нас у хедшота всего остается. 2 хп. Сейчас главное Ребят, не немножко обосраться. Немножко непонятно. Диджей, главное не... Главное не Планти обосраться. бомбу потихонечку. Диджей, планти потихонечку бомбу. Так, хедшот потихонечку слышит то, что диджей заплантил бомбу, а инфы по хедшоту, ребят, нету. Хедшот может прийти с любой позиции, не знаю. Игрок атаки просто не соображая, где у нас хедшот, но, наверное, все-таки слышит его. И хочу потихонечку диффузить бомбу. Это... Напряженная ситуация, напряженная фейк диффьюз от игрока атаки. Защита, я имею в виду, извиняюсь. Я проглатываю хедшот. Неужели он все-таки будет диффузить бомбу? Вау. Все-таки хедшот у нас задеффузил бомбу, но, конечно же, немного игрок атаки затупил. 2 хп было у игрока защиты, и он не смог его забрать. 15-14. В пользу команды Red Reserve 15-14. Какая же сплоченная... Топ. Если будут допы, я просто не выдержу и пойду спать. Так, ладно, пока что, ребят, болеем. То, что будет счет 16-14 в пользу команды Red Reserve. Болеем за это. Ну ладно, пока что наблюдаем. Пока что надо понаблюдать немножко. Так, Джухо на шарту со своим тиммейтом будет выжидать выхода тап. За поясом не попадает, к сожалению, или даже к счастью для команды атаки. Плесом маленько не попадает из посадки и маленький не попадает по врагу. Он обосрался. Tagged incredibly, that will begin to put Chaos into a very split default here. There's 2 players. More motion, please. Okay, Lewis. Problem. More motion. Okay, bro. Okay, no problem. Set themselves up for that one. Pleasant, however, he come in from Monster. Okay, well. Джухо, they be side with teammates, with his... Guys, my English is very well. I'm going to sleep soon. I don't know how to speak correctly. Okay, group. Search and frag for Pleasant. 20 seconds on the clock. DJL will find Headshot, chicken shot. Spam down and Crux will try. Group is coming to shot. Oh, hey, Jess, that is beautiful. That is game over. Okay, tap smoke. Besides, Rilaha is coming to be. I'm gonna say some very good plays. And it's, I think, that was a butt-clenching moment. 16, game overall. 14. Yeah, Red Reserve. First map, overpass. Let's guys move to another map.
maps. I don't know name map, maybe cache, maybe train, maybe dust, I don't know, guys. I don't know. Okay, let's move to another map. Should be a little bit better than Red Reserve. Кирфов, чек At least from their ВК. past results. But in any Не, case, нужно отойти, я that shall be быстро. map one done. Gents, Скотина, do ну not worry, we нахера. have one more to come. Да It не, is на the самом деле cache сейчас тоже coming up, пойду, the ты map можешь they просто call типа Red микрофон Reserve this вырубить time и, round. не That is a знаю, real зайти по problem своим делам. of Chaos in my mind, because Я as you mentioned быстро. already at the start of this first map, the win ratio for cache of Chaos is 20. Так, ну пока что сейчас будут все уходить с прямого эфира, потому что обычно все уходят во время перерыва, но потом будут заходить все же. Ну вот, Марк, видишь, тебя все-таки смотрят. As we continue on our best of three, well, one of the final Здесь? best of threes, I guess you could say, of the group stages. Ладно, все, давай тогда пока, наверное, пойду. Or soon. Давай пока, я отошел. Бай-бай. Lbcup, made for live betting. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. 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 Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's end with me tonight. Trying to find our place in this world, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep the secrets there, hide them everywhere.
Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey, 'cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these
These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better